В одном из уютных домиков в Уотсонвилле, Калифорния, жил пожилой мужчина по имени Гэри. Он был не просто старыми встречами, а одиноким долгожителем, стареющим и накапливающим в своей жизни воспоминания о счастливых мгновениях и радостях. Но последние годы его жизни были полны одиночества и грусти. Он потерял свою жену 2 года назад, и это стало для него тяжелым испытанием. Мир вокруг как будто потускнел, и из его жизни уходит свет. Однако маленький песик по кличке Эрроу стал для Гэри настоящей опорой. Этот смелый и игривый терьер с яркими глазами и неповторимым характером всегда был рядом, когда Гэри чувствовал себя одиноким. И именно Эрроу заставлял хозяина улыбаться, даже когда в сердце было тяжело. Эрроу не просто был питомцем, он стал терапевтическим животным для эмоциональной поддержки своего хозяина. Каждый день они оба проводили вместе, гуляя по соседним паркам, играя с мячиком и делая короткие остановки, чтобы полюбоваться природой. Гэри помнил, как еще несколько лет назад они с женой проводили много времени на свежем воздухе, и теперь, когда Эрроу пришел в их жизнь, он смог возобновить эти традиции и наслаждаться каждым моментом, будто они продолжали эту историю вместе. Жизнь с Эрроу приносила ему радость и счастье, которое каждый раз становилось все сильнее. Однажды, в один из ярких солнечных дней, когда Гэри и Эрроу отправились в свой любимый парк, произошла ужасная беда. Пес сбил с ног птицу, которая пролетела рядом, и, отвлекшись на нее, прямо на глазах Гэри вдруг пропал. Гэри почувствовал, как его сердце замерло. Он огляделся. Мир вокруг вдруг стал чужим и безрадостным. Гэри начал звать Эрроу, умоляя пса вернуться, но тот исчез, как будто растворился в воздухе. В панике мужчина бросился искать своего друга. Он метался по парку, искал его в кустах и за деревьями, всюду, где только мог. Но чем больше он искал, тем больше чувство беспокойства охватывало его. Со слезами на глазах Гэри обошел не только свои ближайшие окрестности и любимые места прогулок с Эрроу, но и заглянул в каждое заведение в округе, спрашивая у людей: «Вы не видели моего пса?» Он показывал изображение Эрроу на своем телефоне, и на него смотрели с пониманием и сочувствием, говоря, что обязательно помогут. Гэри разместил объявление о пропаже своего лучшего друга в социальных сетях и распечатал листовки с фотографиями Эрроу, которые развесил на дверях магазинов, в общественных местах и на стенах близлежащих зданий. Но время шло, и надежда угасала. Каждый вечер Гэри выходил на веранду своего дома, глядя в темноту с глубокой тоской на сердце. Он вспоминал счастливые моменты их совместной жизни и не мог поверить, что Эрроу мог никогда больше не вернуться. Эти ночи были полны одиночества и скитаний, и каждый тихий звук как будто накрывал его вальсом грусти. Отчаяние стало его постоянным спутником. Толстая печаль накрыла его, как тяжелое одеяло. В этот тяжелый период, когда все надежды выдыхались, Гэри решил обратиться к местным властям за помощью. Полиция быстро отреагировала на его просьбу и предложила свою помощь в организации поисков. Полицейские, с пониманием и состраданием к его ситуации, разложили листовки с фото Эрроу по всем ближайшим улицам, в общественных местах и магазинах. Но поиски все еще не давали результатов. Гэри снова и снова переживал тяжелые моменты, и каждый новый день становился все труднее. Это было настоящим испытанием. Спустя несколько дней, когда Гэри практически уже смирился с мыслью о том, что потерял Эрроу навсегда, он получил удивительный звонок от полиции. Женщина на другом конце провода заявила, что кто-то сообщил о найденном псе, похожем на его любимца.
Гэри почувствовал, как его сердце забилось быстрее от волнения. «Может, это действительно Эрроу», — думал он. Местные полицейские с нетерпением ждали, когда возможность сдачи собаки на руки его владельцу. Полиция немедленно выехала на адрес, предоставленный женщиной, которая позвонила в участок. Когда полицейские прибыли на указанное место, они обнаружили Эрроу, который весело играл с детьми в соседнем дворе. Пес был в полном порядке, с ярким блеском в глазах и ухоженной шерстью. Он был спасен, и полицейские, увидев его радостные вихревые движения, отметили: «Вот он, настоящий герой!». Спустя несколько минут полицейские забрали его и направились к Гэри, который с нетерпением ждал этой встречи. Когда Гэри увидел полицейскую машину на своей улице, его сердце забилось от радости и тревоги. Он выбежал на улицу, и когда двери машины открылись, он увидел Эрроу, который словно в ожидании первым бросился к нему. Песик подбежал с радостным лаем навстречу своему хозяину, и на его глазах светились искры счастья. Это было больше, чем просто воссоединение. Это была настоящая победа, которая затмевала все печали и тревоги. Гэри обнял Эрроу с такой силой, словно боялся вновь потерять этого неповторимого друга. Он шептал слова любви и благодарности, и слезы счастья текли по его щекам. «Я думал, что потерял тебя навсегда. Я так рад, что ты вернулся». Полиция, стоя рядом, наблюдала за трогательной сценой, не в силах сдержать улыбок и слез. Ради таких моментов мы и живем. Пришла им в голову эта мысль. После этого прочувствованного воссоединения Гэри и Эрроу стали неразлучны. Они снова начали гулять по знакомым паркам, навещать старых друзей и исследовать новые места, укрепляя свою связь еще больше. Каждый новый день был наполнен счастьем, реже заполняя их существование бедами. По утрам они собирались на веранде, наслаждаясь утренним солнцем, а Гэри рассказывал Эрроу истории о том, как они встретились, о контрасте времен, о потерянной любви и вновь обретенной дружбе. В небе над Уотсонвиллом раздавался аромат свежей выпечки и звуки жизни. Но для Гэри жизнь с Эрроу наполнилась новым смыслом. Чувство радости и спокойствия возвращались в его сердце, и он снова почувствовал себя живым. Гэри стал счастливее, чем когда-либо прежде, и решил, что не позволит себе потерять своего четвероногого друга из виду. Каждый день, когда они вместе гуляли по парку, он думал о том, какие чудеса скрываются в мире и как важно замечать их. Однако, не ограничившись обычными прогулками, Гэри решил, что его история о воссоединении с Эрроу должна помочь другим. Он стал активным волонтером в местном приюте для животных, где организовал множество мероприятий, направленных на спасение и реабилитацию бездомных животных. Гэри настраивал встречи с людьми, проходившие через трудные испытания, и делился своими историями с теми, кто был потерян, уставшим и нуждающимся в надежде. Со временем его история распространилась по всему городу через социальные сети. Интерес к истории о потерянной собаке и ее возвращении быстро рос. Люди из Уотсонвилла начали делиться своими переживаниями, и многие поздравляли Гэри с тем, что он смог воссоединиться с Эрроу, как будто возвращение пса было победой всего сообщества. Вскоре местные телевизионные и радиостанции начали выходить на контакт с Гэри, прося его поделиться историей о том, как важно ценить каждого члена семьи, вне зависимости от того, это человек или питомец. Каждый раз, когда он выступал на местном телевидении, Гэри с нетерпением делился своей историей. Он осознавал, что это не просто его собственный опыт, а важный урок для всех, кто переживал потерю или одиночество. Он радовался тому, что мог проводить важные беседы и обращаться к людям с призывом заботиться о своих питомцах, благодаря тому, что Эрроу вернулся домой, и эта любовь могла быть чудесным источником вдохновения для других. Люди слушали его со слезами на глазах, их сердца переполнялись надеждой,
а некоторые даже выходили на сцену и заранее искали, чтобы рассказать о собственных потерях и обретениях. По завершению каждого мероприятия Гэри неизменно подчеркивал: «Никогда не теряйте надежду, продолжайте искать, и, возможно, ваш любимец вернется к вам». В его глазах светились такие искорки надежды, что они могли подкрепить сердца многих. Одним из самых сладких моментов для Гэри стал ежегодный праздник по защите бездомных животных, который прошел в парке, где он обычно проводил время со своим любимцем. Это был важный день, наполненный весельем и радостью. Люди приносили еду, устраивали конкурсы для собак и делились своими историями. Гэри чувствовал, что именно это было тем, что заполнит его сердце теплом и пониманием, что он не одинок. Гэри с Эрроу принимали участие в благотворительных забегах, работая над привлечением средств для спасения бездомных животных. Гэри также начал предлагать занятия с терапевтическими животными, делая акцент на том, как животные могут помочь людям в трудные времена. Он сам видел, как Эрроу поддерживал его в самых тяжелых ситуациях и понимал, что эта связь уникальна и может изменить жизни многих людей. Со временем Гэри также связался с местными районами, чтобы продвигать идею о законопроекте, который бы предоставлял больше возможностей для спасения бездомных животных и обеспечить их людей. Он знал, что если у него есть возможность повлиять на изменения, он не упустит ее. Благодаря своим усилиям и вдохновляющей истории он собрал вокруг себя единомышленников, которые желали работать над тем, чтобы животные получили лучший шанс на жизнь. И, конечно же, в их доме с Эрроу всегда царила атмосфера тепла и заботы. Каждый день казался новым приключением, и каждый миг приносил радость. Они вместе гуляли по вечернему городу, наслаждаясь свежим воздухом, и искали новые пути для новых открытий. Но порой Гэри замирал на минуту, думая о том, как быстро прошел тот трудный путь, когда он остался одиноким без Эрроу. Он понимал, что его сила, его дух и его чувства определяли не только их единство, но и то, как он смог изменить свою жизнь. Гэри всегда будет помнить ту темную неделю, когда Эрроу пропал, но он знал, что именно эта неделя привела его к величайшему дару в его жизни – пониманию того, как важно ценить каждое мгновение. Через своего верного друга он научился снова любить жизнь, и, возможно, это было самым ценным уроком. Каждый новый день теперь наполнен глубоким смыслом и большим ожиданием того, что принесет завтрашний день. История о возвращении Эрроу стала не только чудом для Гэри, но и символом надежды для всей общины. Он понял, что никому не стоит терять веру и надежду даже в самые трудные времена. Отношение к жизни изменилось так, что люди начали объединяться, чтобы помочь другу, находить своих питомцев и спасать животных. Каждый шаг, каждое усилие стали вкладом в создание более доброго мира для всех. Забота о животных, неверные моменты, искренние солнечные дни и вечера с Эрроу наполнили дом Гэри светом, который невозможно было объяснить. Объятые вместе, Гэри и Эрроу чувствовали себя не только друзьями, но и частью сообщества, которое защищало друг друга и поддерживало в сложные времена. Они остались неразлучными, даря друг другу восстановленную любовь и ценность жизни. И теперь, когда Гэри стал публичной фигурой в своем сообществе, его история продолжала расти и развиваться, проставляя яркий след любви и надежды. Каждый новый вечер, когда они с Эрроу сидели на веранде и наблюдали, как светит яркая луна, Гэри думал о том, как много чудес и любви наполняли их жизнь. Он понимал, что все, что они пережили, было частью их невероятного путешествия, противостояния и возвращения. И в каждую новую историю, наполненную чудесами их путешествия, Гэри знал, что настоящая радость жизни заключается в том, чтобы не только иметь связь с любимыми питомцами, но и делиться этой привязанностью с другими. В его сердце росло чувство благодарности,
и он предвкушал новое утро, полное ожиданий и надежд. Эту историю о дружбе, любви и стойкости Гэри продолжил рассказывать, вдохновляя новых людей не только верить в чудеса, но и сделать мир вокруг себя лучше для животных и для себя.